Добрый день, уважаемые друзья! Сегодня начну эфир я, Максим Первой, по проектам «Ветер и город». Хотел бы дать небольшой отчет по проделанной работе за последние 2 недели. У нас появилось новое рекламное агентство, у которых есть станки, ЧПУ, у них также печатные станки, есть лазерные. Они уже сделали нам некоторые детали. Одну секундочку. Так. И мы будем также заказывать у них прототипы. Приветствую, Денис. Здравствуйте. Да, сейчас я давай закончу свой отчет, да? Хорошо. Потом приглашу Сергея, Виктории, и дальше ты ответы на вопросы. Договорились? Угу. В общем, работа с новым рекламным агентством даст нам возможность удешевить и ускорить продукцию. Соответственно, чем быстрее мы получаем материалы, чем быстрее мы собираем прототипы, макеты, тем это выгоднее для нас самих. Также было выпущено проектное предложение по Роскосмосу на английском и на русском языке. Я думаю, вы уже с ним ознакомились на YouTube и в Инстаграме. Была сделана подача распечатанной дипломы, доставлены в Роспатент подарком. Я думаю, за сторисами тоже многие наблюдают. YouTube поддерживается в порядке, загружаются видеоролики. Также сделана видеоинструкция для иностранных зарубежных инвесторов, чтобы они понимали, что у нас есть субтитры, на каких языках, как они включаются, и также как можно скачать видео с YouTube. В дальнейшем в роликах эта инструкция будет у нас использоваться. Также разработаны брендированные футболки, которые уже скоро получим в макетной мастерской. Ребята будут использовать. Это, я думаю, улучшит и дух команды, и в целом внешний вид. Идет плановая работа по проекту, по макету «Город». По второму макету много там новых доработок. Много уже деталей сейчас готово. И, собственно, идет активная работа по сборке этого немаленького, скажем так, макета. Проведен Zoom с Индией, с некоторыми партнерами, также вместе с Денисом организован. Ведется работа над дополнением по макету «Город», который стоит в Афимоле. Планируем дополнить стол, сделать там подачи, сделать возможность испытать воздушные потоки на небольшой ветроустановке, где будут здания, где будет аэродинамический щит, и также установить там монитор, на котором будут транслироваться наши потоки с различных городов и макетов. Изготавливаются ежедневно различные детали, как на 3D принтере, так и с пластика, деревья, гидропоники, то есть активная работа в мастерской идет. В общем, есть еще ряд видеороликов, которые готовы уже на сегодняшний день, и они в скором времени будут выпускаться на канале YouTube. Я о них сейчас подробно рассказывать не буду. Устраняются какие-либо неполадки с макетом, который стоит на улице, ведется также поддержание его работоспособности, потому что макет, прототип, он сделан из более легких материалов, а в Новосибирске зимой погода бывает достаточно непростой для такого прототипа. Готово видео снято по Сколково.
На YouTube, я думаю, тоже уже многие видели. Также в Сколково доставлен макет высотой 2 метра 35 сантиметров установлен. Рядом установлена таблица и ведется работа по изготовлению стойки, также с монитором, с информацией о нашем проекте для Сколково. Вот. Так, заказали мы геотаги, я думаю, кто-то, может, уже сталкивался с этим, может, нет. Новая вещь, но очень интересная. Это такие пластиковые пятачки, к которым можно просто поднести телефон, и тут же будет на вашем телефоне вся информация о проекте, о его социальных сетях, сайт и так далее. У кого есть какой-либо бизнес или кто-то хочет для себя, вы погуглите, очень интересные вещи ребята сейчас разработали. Вот. Так, готов уже, ну тоже это по новому макету город, готов стенд Дели, который он уже более симпатичный, более продуманный. Вот. Также сейчас идет активная сборка нового прототипа с генератором, который дальше будет устанавливаться в различных городах. И уже выявлены некоторые ошибки, и ошибки будем вносить коррективы. Ну, постоянно тоже ведется работа, небольшой, но контент с офиса, это сторисы. Вот. Я думаю, все это видят. Вот. Велись диалоги с различными партнерами, интересными девелоперами, которые задают вопросы, которые интересуются этой технологией. Вот. Ну и, собственно, активная работа с командой, обсуждение, улучшение макетов, прототипов, улучшение работы. Я сейчас, мы, так как в одном помещении находимся, я сейчас приглашу Сергея, вот, он немножко расскажет о работе по сайту. Вот, мы решили не переключаться камерой, я просто освобожу место. Добрый день, меня зовут Сергей, в компании занимаюсь прототипированием интерфейсов. Это, ну, по большей части, та видимая часть сайта, которую вы видите, то есть, ну, как устроены элементы, как, на каком месте они должны находиться, для того, чтобы пользователю было, ну, соответственно, комфортно с ними взаимодействовать. Вот. Ну, новости, какие могу рассказать. В ближайшее время, вот сегодня буквально был диалог, подтвердили, что камеры заказаны на, значит, макет по Афимову. Будет у нас прямая трансляция с Афимова и со Сколково. Вот. Также дополнительно это появится на сайте, появится ориентировочно, ну, наверное, к концу февраля. Вот, также большая работа ведется по прототипированию личного кабинета. То есть мы ожидаем появления новых функций, таких как пополнение баланса. Вот. Также, ну, чтобы были более удобные, значит, ссылки на рекламные материалы и так далее. Вот. Ну, собственно, что еще рассказать? Добавлен наблюдательный комитет, то есть, ну, изначально это было в одном формате, сейчас это с учетом того, что, естественно, это будет расширяться, мы вот придумали немного другую модель подачи. Вот, наверное, все. Пока. Более подробно по личному кабинету, по всем функциям смогу рассказать на следующем эфире, если... Вот. Все. Сейчас приглашаю Вику. Вика, здравствуйте. Добрый день. Это Вика, создатель модели, которую мы презентовали по Роскосмосу. Вика архитектор. Да. Успешный, я считаю, очень успешная у вас очень модель появилась. Вот. Мы видим большое количество просмотров, более 2000 просмотров у нас уже на YouTube.
и 400 с лишним лайков на YouTube собрала ваша архитектурная модель. Я вас с этим поздравляю. Спасибо. Так, в общем, на данный момент у нас готова улучшенная версия прототипа ветра. Он стал крепче и устойчивее к погодным условиям. Его обслуживание стало быстрее. К тому же внутри установлен более эффективный генератор. Также на нарезку деталей отправлен макет Pearl River Tower. Это существующий в Китае аналог, коэффициент полезного действия которого примерно в 10 раз ниже, чем у ветра. И да. Сейчас ведется работа над улучшенной версией вырезки для макета город. Она более детально показывает наполнение уровней, при этом занимая меньшее пространство. Также мы перевели буклеты в интерактивный вид для удобного показа. Ну и, впрочем, да, про Роскосмос уже сказано. Да. Ну, Ну, отлично, отлично. Да, друзья, я предлагаю сейчас вопросы. Мне сегодня некоторые люди писали и говорили, что есть вопросы, так что пишите, и мы получим на них ответы. Давайте по вопросам. Да. Сейчас я тогда тоже пару слов скажу. Угу. Вот. Я сейчас нахожусь в командировке в город Москва. Вот. Сегодня я, значит, с Олегом Сергеевичем Попелем имел диалог. Вот. Он сотрудник Института высоких температур. У него есть такая книга о возобновляемых источниках энергии. Автор Фортов Владимир Евгеньевич. Фортов Владимир Евгеньевич – это президент Российской академии наук с 2013 по 2017 год. Интервью с ним о наших проектах выйдет в течение 2 недель. И вот, значит, подарили мне такую книгу, подписали дорогому Денису с пожеланием успехов в непростом деле. Вот, да, действительно, дело у нас непростое. Мы хотим сменить парадигму девелоперов о том, что здания должны быть не просто высотные и красивые, они должны быть еще и энергоэффективные. Они должны вырабатывать электрическую энергию с помощью ветра. Вот. Ну, также меня представили мне контакты 2 очень серьезных людей. Вот. Один из них, значит, научный руководитель Института теплофизики, город Новосибирск. Мы с ним поговорили по телефону, он меня пригласил к себе. Тоже у нас состоится разговор. Вот эту работу сейчас нужно делать для того, чтобы, когда мы уже ближе будем подходить к реализации этого проекта, этого объекта, нам потребуется, конечно же, большое количество компетентных специалистов в этих вопросах. Поэтому сегодня мы должны обзаводиться большим кругом людей из научной среды, обладающими необходимыми знаниями для реализации этого самого проекта. Вот. Также буду находиться в ближайшие пару дней в Афимоле. Если кому-то интересно, добро пожаловать, приезжайте, поговорим, обсудим. Я буду находиться рядом с нашим макетом, который там у нас установлен. Ну и есть план в течение 2 недель выехать на территорию Дубая для работы по организации офисного пространства и чтобы часть команды могла работать на территории Дубая. Все понимают, что Дубай – это то место, где стремятся к инновациям, технологиям. Вот. У них есть для этого все ресурсы и интерес. И теперь нам нужно посвятить в подробности нашего проекта и знакомить, соответственно, с нашей технологией. Вот. Это сегодняшняя работа и планы на ближайшие 2 недели выглядят так. И, кстати, ребят, еще обратите внимание, у нас на сайте появилась прямая онлайн-трансляция из макетной мастерской. Можно онлайн наблюдать работу, которая сейчас делается.
И что еще? Вот Максима хотелось бы нам, после того, когда появится новый обновленный макет, прототип с генератором, в командировку в Владивосток, отправить вместе с ним для установки его в городе Владивосток. Далее, значит, мы должны будем тиражировать эти макеты и распространять по миру. Есть у нас уже друг в Южной Корее, который тоже очень ждет. Это гражданин Южной Кореи, который тоже также ждет этот прототип и очень активно хочет рассказывать на территории Южной Кореи о том, что эта технология у нас существует. И, соответственно, привлекать внимание для дальнейшей работы по этому направлению. Вот. И, кстати, ребят, еще вот такой формат мы пробуем впервые. Мы вообще новички в вопросах контента, в вопросах проведения прямых эфиров. Вот. Но я думаю, что этот формат будет интересен для тех наших инвесторов. Вот. И можно будет, соответственно, задавать вопросы в прямом эфире любому из членов нашей команды. Да, Максим, передаю тебе слово. Давай минут 10 еще и, наверное, на сегодня все. Да, но до мне добавить особо и нечего. Хочу добавить только, что еще в Индии ждут прототип. В Индии ждут, да. Кстати, был у нас Zoom с Индией, ребята в Индии ждут. То есть, постепенно распространяем информацию о себе и все большее количество набираем приглашений на территорию для презентации, для проведения презентации, для, значит, организации подач на местности, как бы это могло выглядеть на той или иной территории. Да. Давайте, друзья, если кто-то вопросы уже задавал, скопируйте их, пожалуйста, и давайте сейчас вопросы, потому что они уходят вверх. Вот, я так в целом наблюдаю, люди присоединяются, но вопросов я пока что не видел. Всем здравствуйте, кто поздоровался, всех рада видеть. Да, кто там стесняется задавать вопросы, ребят, не стесняйтесь. Не стесняйтесь. Вот. Ну, в целом, как, Макс, настроение там у ребят, у команды? Вот. Руслан почему в прямом эфире не участвует у нас? Руслан, решили, что вроде как одного архитектора достаточно. Одного достаточно архитектора, да? Понятно. Так, ну что, и, кстати, еще забыл я сказать, у нас расширился наблюдательный комитет. Сейчас в наблюдательном комитете на сайте у нас уже более 30 человек. Вот, и любой желающий может также стать участником этого самого наблюдательного комитета. Как это выглядит, предлагаю посетить сайт, значит, увидеть. И члены наблюдательного комитета будут обладать всей информацией о поступающих инвестициях и статьях их расходования. Это делает наш проект очень прозрачным, вот, и внушает больше доверия у инвесторов. А это, конечно же, очень важный аспект. Поэтому, друзья, кто хочет стать членом наблюдательного комитета, заходите на сайт. Внизу с сайта есть ссылочка на телеграм-канал, и туда нужно будет просто-напросто написать свое пожелание, прислать любимую фотографию и ссылку на одну из ваших соцсетей. Ну что, наверное... В общем, да, был вопрос с Индией, с кем общались, какой город? Город Мумбаи. Вот. Следующий вопрос, сколько стран осталось охватить по патентованию? Такой вопрос поступил к тебе. Сразу отвечу, да, на этот вопрос. Ребят, сейчас на территории 75 стран по проекту «Ветер» идет процесс получения патентов. Этот список уже расширить будет нельзя. Ну и, в общем-то, в этой необходимости в этом особой нет. Потому что для того, чтобы подать заявку на получение патента в той или иной стране, там срок ограниченный. И составляет не более 36 месяцев с того момента, когда
подана заявка в России. Поэтому большего количества стран у нас уже не предполагается. Вот. Ну, а по ним сейчас идет работа. И не забывайте, что эта работа очень грандиозная и серьезная, потому что в каждой стране мира это должен быть, значит, патентный юрист, гражданин именно этой страны. То есть в Японии это японец, в Южной Корее кореец, в Китае китаец. И, соответственно, сейчас, в общем-то, у нас коллектив, состав коллектив 14 человек. Это ребята, которые непосредственно ежедневно с утра до вечера задействованы в проекте. Но если мы посчитаем количество патентных юристов, которые находятся на территории разных стран, то их более 40 человек. То есть по Евросоюзу это один патентный поверенный, а по другим странам и по СНГ это тоже одно лицо, а по другим странам это, значит, разные люди, абсолютно разные люди. То есть работа идет очень большая и масштабная. Также вопрос от Татьяны. Она обновила паспорт. Нужно ли теперь ей новые документы загружать на сайт? Да, конечно, если у вас какие-то произошли изменения, подгрузите их на сайт, и, конечно, мы это все учтем. Угу. Ну что, все тогда на сегодня, да? Да, всех благодарю за приветствие, за комплименты. Да, друзья, давайте тогда заканчивать. Этот эфир сохранится в Инстаграме, и мы его опубликуем в Ютубе. Можете поделиться со своими партнерами, которые не смогли в данное время посетить. Да. А на YouTube мы добавим субтитры на 14 языков мира, да? По-моему, 14 у Да, нас. да. Да, и таким образом этот эфир сможет посмотреть и большое количество людей, которые говорят на... Всем Да, пока, Денис.